Всем привет! Меня зовут Влад, и сегодня я вам расскажу, как настроить передачу данных из Facebook в KCRM. Это необходимо, чтобы в автоматическом режиме передавать данные из Facebook в другие системы. Например, в KCRM создавать новые заказы при каждом добавлении нового лида в Facebook. Удобно их хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. В качестве системы источника данных выбираем Facebook. Далее необходимо указать действие «Загрузить лиды новые». На данном этапе необходимо подключить ваш аккаунт Facebook к системе Apex Drive. В этом окне необходимо указать логин и пароль от вашего аккаунта Facebook. Далее переходим в раздел Edit Settings. На данном этапе вы видите рекламные страницы, к которым у вас есть доступ. Рекламные страницы, по которым вы хотите получать лиды, необходимо отметить галочкой. Я рекомендую на этом этапе отмечать сразу все рекламные страницы, для того, чтобы в будущем иметь возможность работать с ними. Если у вас появится новая рекламная страница после подключения вашего аккаунта Facebook к системе Apex Drive, вам необходимо будет через режим инкогнито в браузере повторить подключение и на этом этапе отметить новую рекламную страницу галочкой. Оставляем все доступы включенными и кликаем Done. Кликаем ОК. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать рекламную страницу и формы, по которым вы хотите получать новые лиды. Если вы хотите получать лиды сразу по всем рекламным формам, указываем «Да, подключить все текущие и новые формы». Если вы хотите получать лиды по каким-то конкретным формам, выбираем «Нет, настроить формы индивидуально» и отмечаем необходимые формы галочкой. На данном этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Далее мы видим тестовые данные по одному из ваших лидов в Facebook. Если вас все устраивает, кликаем «Продолжить». На этом настройка источника данных Facebook успешно завершена. Далее необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем KCRM. Далее необходимо указать действие «Создать заказ». На данном этапе нам необходимо подключить ваш аккаунт KCRM к системе Apex Drive. В этом окне вы можете указать API-ключ. Чтобы его получить, переходим в ваш личный кабинет KCRM. Переходим в раздел «Настройки» на вкладку «Основные». Копируем API-ключ и вставляем его в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Продолжить». Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Далее нам необходимо заполнить поля переменными из системы Facebook. Для того, чтобы добавить переменную, необходимо кликнуть по полю и выбрать переменную из выпадающего списка.
Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, необходимо нажать Enter. Когда все необходимые данные назначены, кликаем «Изменить» и «Продолжить». Далее мы видим тестовые данные, которые будут передаваться в KCRM. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в KCRM». Переходим в ваш личный кабинет KCRM и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Далее необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!